От границы Армении и Азербайджана наш путь лежал в Шушу. Город, который во все времена, в том числе и во время двух карабахских войн, играл особую роль в регионе. Мы в центре Шуши. Вообще Шуша – это такое сердце Карабаха. На самом деле, очень долго Шуша являлась столицей Карабахского ханства. Построена она была в середине 18 века Панах Али ханом. Кстати, вот эти развалины, этот дом принадлежал семье Панах Али хана. Здесь жила его правнучка. До конца 80-х годов здесь был детский санаторий. Вот. А потом организован музей, но он недолго просуществовал, потому что началась война, первая карабахская. Шуша была взята, и вот то, что осталось от этого дома. Я разговаривал с людьми, которые занимаются сейчас реставрацией. Уже есть план реставрации. Здесь планируется, что здесь будет музей. Шуша – место для этого региона особое, знаковое, и отношение к нему соответствующее. Не только как к стратегически важному пункту на карте, а как к символу и городу сакральному. Именно поэтому потеря или взятие Шуши в ходе боевых действий воспринимались противоборствующими сторонами как национальная трагедия или триумф. В двух карабахских войнах за Шушу шли кровопролитные бои. Причем часто судьбу этих битв решали рукопашные схватки, как это было в ноябре 2020 года. Стратегическое положение Шуши определяется тем, что город окружен вот такими скалами. Фактически со всех сторон. Единственная дорога со стороны Степанакерта идет, по которой можно попасть в этот город. И именно этим определялось стратегическое положение этого города. И в 1992 году, когда армянские формирования военные взяли город, и в 2020 году, когда азербайджанские вооруженные силы брали этот город, и тогда, и так же, как и в древности, считалось, что этот город неприступен. И на самом деле вот взятие Шуши, что в 1992 году, в Первую Карабахскую войну, что в 2020-м, во Вторую, был самым таким эмоционально насыщенным моментом вот этих двух карабахских войн. В 1992 году я был в Баку, и как раз пришло сообщение, это в мае было, о том, что Шуша взята армянскими вооруженными силами, и люди на улицах просто плакали. То же самое произошло в 2020 году, когда просто люди не могли поверить в Армении, в Нагорном Карабахе, что Шуша взята. До конца не верили, возникали всякие мифы о том, что это неправда, что это вброс информационный. Вот настолько была вера в то, что этот город неприступен. Ну и действительно, когда ты смотришь вот то, что окружает город, поверить в то, что его можно взять, довольно тяжело, действительно. Взятие Шуши в ноябре 2020-го стало ключевым событием Второй Карабахской войны. После этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от военно-политического центра непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения. Те немногие иностранные журналисты, которые успели побывать в Шуше после освобождения, недоумевали, почему для противоборствующих сторон было так важно завладеть именно этим городом. На мой взгляд, есть две основные причины. Первая – стратегическая. Возникший как неприступная цитадель, Шуша стала настоящим ключом к Карабахскому ханству.
Даже отсюда можно видеть, что главенствует Шуша над просто окрестными горами. Здесь такое плато, на котором была построена крепость. И на самом деле до 1813 года соседние мелики и паши, которые пытались взять этот город, ничего у них не получалось. Собственно, Палах Али-хан именно здесь и построил эту крепость, потому что очень выгодное географическое положение. Единственная дорога ведет сюда, и понятно, что было очень трудно с военной точки зрения взять эту крепость. Вторая причина историческая. И азербайджанцы, и армяне считают Шушу важным, особым городом в национальной истории и культуре, в чем-то даже определяющим. Шуша для Азербайджана все равно, что Санкт-Петербург для России. И тот, и другой город появились по воле харизматичных правителей Петра I и Панаха Али-хана. Воздвигнуты вопреки сложным природным условиям. Санкт-Петербург на непроходимых болотах, Шуша в заоблачных горных кручах. И оба города в итоге превратились из господствующих над окружающими регионами цитаделей в культурные столицы. Даже построены Питер и Шуша были в одном и том же, в XVIII веке, с разницей в несколько десятилетий. В городе жили представители разных национальностей. Были десятилетия и даже столетия мирного сосуществования. Город, который возник как крепость, постепенно стал еще и важным центром абсолютно мирных занятий – культуры, искусства и торговли. В Шуше всегда было много богатых людей, которые считали своим долгом и честью строить здания, мечети, церкви, основывать театры и школы. Самая старая из сохранившихся в Шуше мечетей была построена в 1768 году Ибрагим ханом. Самая старая церковь в 1816-м братьями Баадурянами. В 1912 году в Шуше стараниями врача Абдул-Керима Мехмандарова была открыта первая русско-азербайджанская женская школа. В XIX веке Шуша очень богатый город. Здесь очень много богатых людей живут, купцов, как азербайджанского, так и армянского происхождения. Строится очень много домов красивых, мечетей, церкви. Можно даже вот по этим развалинам увидеть, что дома такие основательные. Да, там вот даже сохранились какой-то бак такой, который, видимо, топили. В конце XVIII – начале XIX веков складывается шушинская школа мугамата, одного из основных жанров азербайджанской традиционной музыки. Первоначально это музыкальное направление было связано с исламом, точнее, с его мистическим течением – суфизмом. Голос певца в обрамлении звуков тара и кемянчи – троица, с помощью которой суфии общались со Всевышним. Позже, когда Мугам шагнул за религиозные рамки, школа эта прославилась не только в Закавказье, но и на всем Ближнем Востоке, а затем и во всем мире. Многие исследователи связывают известность города с особой ролью, которую он играл в сохранении и развитии всех жанров этого древнего вида искусства. Мугам в музыкальном мире ассоциируется именно с городом Шуша. Показательно то, что тогда не было деления по национальному признаку. Наряду с плеядой всемирно известных азербайджанских мастеров Мугама из Шуши вышел целый ряд непревзойденных армянских виртуозов игры на кемянче, этой скрипке Востока. К сожалению, от Шуши, которая в советские годы была культурным и одним из туристических центров Азербайджана, со старинными кварталами, уютным центром, музеями и музыкальными площадками, практически ничего не осталось.
В этом районе тоже жили там богатые люди, это до революции. Потом здесь находились различные правительственные учреждения. Здесь была музыкальная школа, но здесь сейчас просто пустырь, ее там сравняли с землей. Вот в этом здании была редакция газеты. Местной издавалась. На самом деле видно, что это такое старинное, основательное здание. Вон там можно видеть большой подвал такой. И здесь вот так выходят такие полуподвальные окна. Но это вот все, что сейчас сохранилось от него. Ну вот еще одно здание в этом же квартале, в котором мы находимся. Здесь находился Государственный банк. Вот тоже все, что осталось. А это вот собранные камни из разрушенных зданий, которые собираются использовать для восстановления. За 30 лет, которые город контролировали армянские формирования, не было восстановлено практически ни одного старинного здания. Исторический центр Шуши мы увидели полностью разрушенным. К сожалению, вот сейчас мы находимся в центре города, Шуши, историческом центре. Многие здания выглядят именно так. Еще недавно здесь были музеи, здесь были дома, какие-то детские учреждения, которые располагались в старинных зданиях. Сейчас это просто развалины. Работы по восстановлению исторического центра, да и всего города, только начинаются. В Шуше практически нет жителей. В городе сейчас находятся военные и строители. Восстанавливать надо всю городскую инфраструктуру – дороги, энергоснабжение, жилой фонд. Многие дома в плачевном состоянии. Некоторые из них находятся фактически в полуразрушенном состоянии. Восстановительные работы тормозил тот факт, что прямую дорогу в Шушу, которая бы не проходила через территорию, где действует особый режим пропуска, только строят. Правда, очень быстрыми темпами. Работы не прекращаются даже ночью. В этом мы убедились сами. Строители утверждают, что уже к осени грунтовка, по которой передвигались мы, превратится в современную многополосную трассу. И все же жизнь и сейчас постепенно возвращается в Шушу. Местные говорили нам о том, что многие шушинцы очень хотят вернуться в родные места. Но для этого надо восстанавливать дома и обеспечить людей работой. И, конечно, встает вопрос безопасности. Сейчас город полностью контролируют военные. На всех важных объектах вооруженные посты. Любые передвижения по Шуше согласовываются с военными. И не по соображениям секретности, хотя есть объекты, которые снимать нельзя, а прежде всего из соображений безопасности. Для Ханкинди, что на русском означает «ханское село», переименованного в советские времена в Степанакерт, всего 10 километров. Линия разграничения проходит буквально за городской чертой. А до установления прочного и окончательного мира, судя по всему, пока далеко. Рядом с Шушой проходит стратегический Лачинский коридор. Мы находимся в Лачине. Здесь проходит Лачинский коридор, знаменитый, который связывает Армению с Степанакертом. Во время боевых действий последних во Второй Карабахской войне азербайджанская армия перерезала эту артерию, но по трехсторонней договоренности между Азербайджаном, Арменией и Россией Лачинский коридор этот сохранился для связи, гуманитарный коридор для связи Армении и Степанакерта, для тех людей, которые там остались и живут. На самом деле мы только что видели российских миротворцев, которые, выполняя свою миссию миротворческую, они как раз контролируют этот Лачинский коридор. Это одна из функций как раз наших миротворцев для того, чтобы была возможность гуманитарных грузов и так далее. Вот в том месте, в котором мы сейчас находимся, для того, чтобы в нем, это азербайджанская территория, но для того, чтобы попасть, нужно разрешение российских миротворцев пересечь Лачинский этот коридор и добраться сюда. Здесь такое очень известное
среди местных людей место. Источник Исы она называется. Там действительно есть источник с очень-очень холодной водой. Ну и здесь любят отдыхать местные люди. До окончательного мира еще надо пройти очень большой путь. И все же, покидая Шушу и глядя на красоту этих мест, очень хочется надеяться, что мир и покой, который царит в этих пейзажах и этих скалах, наконец придут на эту землю, на смену войне, человеческой боли, запустению и разрушению.